Сейчас плюс-минус все военные эксперты сходятся в том, что харьковскому наступлению российских войск конец. Что 2 зуба, вгрызшиеся в область, это максимум, которого российские войска достигли во время того окна возможностей, которое открылось до возобновления западной помощи. Если почитать Z-Telegram, картина вырисовывается вполне ясная. Для развития наступления нужны резервы, которых нет. Об этом даже стали говорить на российском телевидении, причем вполне прямо. По крайней мере, никаких прорывных наших действий, чтобы вот фронт прям вот начал сыпаться у них, нет нигде. Нет. Я так понимаю, вы это знаете, что снарядный голод у них уже потихоньку прекращается. Конечно, он закончился, откровенно говоря, да. Вот. Они, когда хотят, они стреляют много от души. Вот. Многое от души. С FPV... Да, тем более, что дронами они прям очень хорошо перекрылись. Дронов реально огромное количество, просто нечеловеческое. В какой-то момент они пытались из дронов сделать альтернативу отсутствию снарядов. Ну, не отсутствию, а их существенному сокращению количества, да, так сказать, тех снарядов, которые они могут применить. В такой момент интересно ответить на вопрос, а что это вообще было? Зачем нужно было такой страшной ценой проходить несколько километров, добившись, по сути, одного — разрешения западных союзников в ответ на обстрелы Харькова бить по российской территории? То есть ухудшение своего положения, причем значительно. В чем план-то был? Отвечая на этот вопрос, мы с вами придем к очень мрачным выводам. По сути, вся нынешняя война четко отражена в текущей Харьковской операции. Ведь вряд ли кто-то всерьез думает, что российская армия в сегодняшнем состоянии способна взять Харьков, провести операцию такого масштаба, какой не потянуло бы и в начале войны. Посмотрим на самый большой трофей российской армии в этой войне – на Мариуполь. Этот город вдвое меньше по площади и втрое по довоенному населению, чем Харьков. И Мариуполь стал самой внушительной победой армии, которая на тот момент не воевала 27 месяцев без продыху, не потеряла 3000 танков, по сотне самолетов и вертолетов, не вычистила склады с боеприпасами, которая по всем направлениям продвигалась на десятки километров в день, а не на 100 метров в неделю. В чем смысл вгрызаться в украинскую оборону и ломиться по направлению к Харькову, когда точно понятно, что вы его не просто не возьмете, но до него не дойдете? Когда понятно, что такими темпами сам путь к границам города займет годы. Без учета потерь, без учета того, что каждый метр наступления стоит по трупу. Решив несложную задачку для 3 класса, поделив расстояние на скорость наступления, можно вычислить. Российская армия подойдет к Харькову не раньше 26 года. Даже если отмести все прочие соображения, становится страшно. Люди гибнут в бессмысленных атаках, штурмуя деревни, хутора и поселки по пути туда, куда им точно никогда не дойти. Они знают, что им туда не дойти. Все, кто умеет считать, это знают. Но метр за метром продвигаются в направлении цели, которая не будет достигнута. И так идет вся эта война. Главная победа прошлого года, с которой носились как дурни со ступой – Бахмут. Скромный райцентр, на захват которого, по оценкам Пригожина, положили больше жизней, чем за 10 лет афганской войны. И дело даже не в том, что угробили 20 тысяч человек, что полное сумасшествие, конечно. Ради захвата городка с довоенным населением меньше 80 тысяч человек. Дело в целесообразности даже с военной точки зрения. Бахмут — это что? Какой-то важный форпост? Он открывает оперативный простор на Киев. С падением Бахмута российское наступление рвануло вперед, захватывая город за городом. Нет. Прошел год после захвата Бахмута. И на сегодняшний день линия фронта пролегает в 5 километрах на запад от города. 5 километров – это час пешей прогулки. Ваше фитнес-приложение даже за дневную норму шагов не засчитает то продвижение, которое осилила российская армия после типа выдающейся победы Пригожина. Даже если оставить весь наш либеральный подход, основанный на ценности человеческой жизни, и учитывать только утилитарные военные соображения, все равно нет ответа на вопрос. Солдат, отдавший жизнь за руины коровника, он ради чего ее отдал? Куда он шел? Такой расклад на войне сохраняется уже больше 2 лет. Грубо говоря, к маю 22 года, к моменту, когда отвели войска от Киева и десант в Одессу был снят с повестки дня, вопрос о военной победе в Украине перестал существовать вообще в принципе. С тех пор уже никто не может ответить на вопрос, а где финишная черта? Даже не что за этой чертой, какой мнимый трофей вручат, кроме руин, а просто где она? Эта нехитрая мысль делает войну в самом деле поразительным мероприятием. Ведь у нее не просто нет каких-то высоких идеологических, но просто физически достижимых целей нет. Что понимают примерно все. Нет никакой точки на карте, которую нужно взять, дойти до нее, воткнуть флаг и отпраздновать победу. Нету. Это война,
где продвижение на 300 метров ценой жизни целого батальона самоценно просто как событие. За пределами этих 300 метров ничего не существует. Просто новые окопы нужно нарыть в лесополосе впереди, а не в то, что остались сзади. Можно было бы тут прогнать нашу привычную телегу о том, как трансформировалась война. Что на протяжении всей истории человечества война была вполне рациональным коммерческим предприятием. Что в аграрной экономике, где крестьянин с мотыгой главная производительная сила, вы тем богаче, чем больше у вас земель и чем больше крестьян эти земли обрабатывает. Что в мире, где ВВП на душу населения и производительность труда у всех плюс-минус одинаковая, экономический рост возможен только путем захвата новых территорий. И продолжить тем, как изменился мир сейчас. Что империи распались не потому, что все вдруг стали очень гуманными, а потому что такой формат государства сделался бессмысленным. Потому что один образованный инженер, дизайнер или программист в Лондоне приносит в экономику больше, чем десяток индийских деревень, где крестьян нужно заставлять работать при помощи полка солдат. Потому что Азовсталь — это не плантация сахарного тростника. Азовсталь стоила миллиарды и приносила сотни миллионов, когда была действующим предприятием в руках легитимных собственников. У руин Азовстали экономическая ценность отрицательная. Она равна сотням миллионов и долгим годам, которые нужно потратить на разминирование, разбор завалов и рекультивацию земель, отравленных самыми свирепыми на свете химикатами в результате разрушения завода. Компания Apple стоит 3 триллиона, это больше ВВП Франции. Но богатство Apple принципиально невозможно захватить. Это не слитки золота, которые ты грузишь себе на галеоны и отправляешь в метрополию. Это лишь сумма, в которой оценивается совокупность мозгов тех, кто на Apple работает. Физически Apple — это офисное здание, набитое бывшим в употреблении оборудованием и мебелью. Физически Apple стоит меньше, чем техника на одну танковую бригаду. Но такие рассуждения — это будто они не из наших времен. Они будто из 21 года, когда можно было сказать: итак, допустим, вы захватили Украину, и дальше что? Вы получите разрушенную инфраструктуру, нелояльное население, партизанские отряды. Вы получите территорию, которая в обозримой перспективе станет ярмом на вашем федеральном бюджете, постоянным очагом нестабильности. Но тогда, незадолго до начала войны, такая перспектива хотя бы казалась реальной. Казалось, что этой войны не может быть рациональных целей, но при этом может быть достижимой физическая цель – захват соседнего государства. В перспективе это, конечно, не цель, а кобздец полный, но у нее есть немедленный идеологический, имиджевый и внутриполитический эффект. Решили захватить Киев и захватили. Но теперь же об этом нет и речи. Теперь, мне кажется, уже все понимают, что Путин ведет войну только для того, чтобы ее не останавливать. Это единственная цель. И за это гибнут десятки тысяч людей. Они же даже злодейской цели не служат. Они гибнут просто так. На какой бы участок линии фронта мы ни посмотрели, всюду обнаружим одинаковую картину. Уже как минимум 1,5 года люди с обеих сторон гибнут ровно там, где гибли. Новые тела ложатся в несколько сотнях метрах от погибших осенью-зимой 22-го. И самая ужасная мысль, которая должна посещать тех, кто сейчас сидит в окопе с российской стороны или направляется туда, там ведь в этих окопах они и останутся. Линия горизонта, если смотреть вперед с высоты человеческого роста, чуть меньше 5 километров. На примере бахмутского направления мы знаем, что на прохождение такого расстояния у российской стороны ушло 1,5 года. Примерно настолько же в местах максимального продвижения российская армия вгрызлась в украинскую оборону Харьковской области за все время весеннего наступления. То есть достижимые цели, на которые уйдут как минимум месяцы, за которые будет заплачено тысячами жизней, это не масштаб стратегической карты, а масштаб прямой видимости. Представьте, на горизонте виднеется какая-то деревня. На машине в мирное время до нее 5 минут от силы. В любой бинокль за $20 с Алиэкспресса можно рассмотреть цвет занавесок в домах. Но если даже вы туда и дойдете, то это будете уже не вы. Ваши подразделения перебьют сильно раньше. Шанс войти в эту никому не нужную деревню имеют только пришедшие через полгода-год после вас. Вы все, кто сейчас можете рассмотреть эту деревню в бинокль, погибнете, не пройдя и сотен метров от текущей позиции. Есть что-то демоническое в самой идее смерти ради смерти. В идее войны ради войны. Войны как самоценности. Где есть задача наступать на Волчанск, а за каким хреном на него наступать, не знает ни один человек на планете. Этого даже Путин не знает.
Ему ведь в принципе до звезды, как идет война, пока она идет. Пока армия домой не возвращается и не становится проблемой. Захватить Волчанск, потерять Херсон. Все плюс-минус одна херня. И одна херня для всех. Люди гибнут на пути к городу, который 99% россиян даже на карте не найдут. Где не происходило вообще ничего, кроме обычной нормальной жизни людей, о существовании которого еще в апреле никто даже не знал. Солдаты идут под пулеметы, дроны, под взрывы снарядов в никуда. А пока они своими телами в это никуда прокладывают путь, у которого нет конца, страна, что на официальном, что на житейском уровне, делает все возможное, чтобы этих людей забыть. Z-Telegram может сколько угодно бомбить на номенклатурную тусу Петербургского экономического форума, где эскортницам платят больше, чем подписавшему контракт с Министерством обороны. Куда входной билет стоит как 20 бронежилетов, где участники будто живут в другой вселенной, вселенной бесконечного праздника и эпической вечеринки. Но именно в этой вселенной живет вся страна за пределами тех городов, куда прилетают снаряды и дроны. В этой вселенной никто не хочет знать о продвижении на сотни метров. Никто, за исключением антивоенных активистов и всяких либералов типа нас, не хочет знать об этих смертях, о судьбах мобилизованных. О том, что домой они вернутся либо в инвалидном кресле, либо в гробу. Были в нашей истории войны кровавые, подлые, несправедливые. Но войн, на которые было столь же отчаянно плевать всем, кто в них непосредственно не участвует, войн, где никто не мог бы назвать реалистичные или хотя бы желаемые цели, таких войн не было. Сейчас желаемая цель среднестатистического гражданина России заключается в том, чтобы от него с этой темой отколебались. Пока война идет, никто не хочет ее видеть, даже те, кто с нее зарабатывают. Когда война закончится, все силы нации будут направлены на то, чтобы забыть ее как страшный сон. Это поразительная война, пожалуй, даже уникальная. Война, которая разделила общество не по принципу «за» и «против», а на тех, кто гибнет просто так, и тех, кому на это просто так плевать. На кого будут похожи люди, которые выживут на этой войне и приедут домой? Они будут чем-то похожи на ветеранов Афганистана, вернувшихся в страну, которой их жертва и даром не нужна. Но только в гораздо большем масштабе. В масштабе сотен тысяч людей, чья жизнь сломана заради целей, которые даже невозможно адекватно сформулировать и объяснить. В классических фильмах про спецагента, типа первых фильмов про Джеймса Бонда, цель злодея всегда до предела карикатурная. Типа угрохать 3 ВВП планеты на мегалазер для растопки ледников. Самое слабое место в таких сценариях – мотивация злодея. Она не заходит дальше бессмысленного и баснословно дорогого злодейства. Дескать, ну хорошо, растопишь ты ледники, утопишь миллиард человек, а дальше-то что? Зачем это? Как, например, миллиард трупов в океане окупит ту 100 триллионов, которую ты на луч потратил? Концепция той же звезды смерти в «Звездных войнах» настолько же идиотична. Безумно дорогая херобора, которую изо всех сил строили в рамках целевой имперской программы, все ресурсы без остатка угрохали, но нужна она только для того, чтобы уничтожать пригодные для жизни планеты, где есть экономическая база, полезные ископаемые, трудоспособное население. И чем все это в итоге закончилось? Нанесли кучу ущерба имперской экономике, кучу народа заняли непроизводительным трудом, и все для строительства херни, которая умеет только гадить, да снижать экономический потенциал далекой-далекой галактики. Дело не в том, что, как и любой государственный проект в диктатурах, она просто настолько через жопу сделана была, что убивалась одним истребителем. Дело в том, что даже если бы работала она нормально, она бы нахрен была не нужна. И здесь то же самое. Непонятно, что ужасает и поражает больше – сами смерти или идиотичность причин, по которым гибнут люди. Кажется, что такой персонаж, как Путин, может быть только в фильмах. Он не может существовать взаправду. Но он есть в реальности. И он командует людям идти на смерть. До завтра.